Пятый канал представляет. Ты зачем ее саданул? Так укусила ж, зараза, пришлось урезонить. Идиот. На подвал определите. Только повнимательнее, баба ушлая. А мне что делать? Сходи к Лепиле, прививку от бешенства сделай. Повторяю, аккуратнее с ней. Чего вы ржете? Утром крест вернется, чтобы выглядело как надо. Лена, я с букетом, как ты любишь. Шучу, зелени. Так. Ну что за игры, а? Ну вот. Опять беспорядок? А почему стул? Лена! Лена! Не поступала? Понял, спасибо. Антон Максимович, я все сводки по всем районам перешерстил, нет ее нигде. Черт, в больнице она не поступала. Ты водителя, который ее отвозил, нашел? Слушайте, забыл сказать, он же в допросной сидит. Такой классный мужик оказался. Вчера после смены набубенился, так крутик фурасолом отпоил. Вот мне тоже достался. Хотите? Извините. Куликова не появлялась? Да нет, третий день уже. Она ж позвонила в дежурку, сказала, грипп у нее. Иди, человек тебя ждет. Если вам погадать, то можно было бы просто на прием записаться, и не надо было меня сюда тащить. Я недорого беру, если с глаз. А если порча, то, конечно, больше. Ну, можно сказать, и порча. Вы присаживайтесь, угощайтесь. Уважаемая Елена Валентиновна, мне очень бы хотелось знать, каким образом майор Амосов докопался до истории с тем, кто его брата замочил. С моим убийством разобрался. А теперь вовсе к людям повыше подбирается. Так вы бы у него и спросили. Моя фамилия Воробьяшкина. Спросим. Спросим, когда время придет. Пока мне хотелось бы знать, чем вы ему помогли. А так чем? Постирать там, погладить. Готовлю я неплохо, опять же таки. Ты мне дуру не включай. Ты вроде будущее видишь. Да что вы такое говорите? Ну, как этот человек может видеть будущее? Это вы, наверное, телевизор насмотрелись, побойтесь Бога. Я вам так скажу. Сплошное жулье эти все экстрасенсы. Да. А я, между прочим, тоже. Сказки людям рассказываю, голову дурю. Да. Правильно меня из милиции выгнали. Так, и что дальше? Да ничего. Я ее подвез, она расплатилась и пошла в дом. Секунду. Да, Альберт Иванович, как здоровье? Да нормально. Что с Леной? Уже знаете, ищем. А она не могла в гости поехать и заночевать? Да нет, Альберт Иванович, не могла. Был я у нее дома. И сумка, и телефон, все на месте. Альберт Иванович, чуть позже я перезвоню. Так? Короче, я когда от дома отъезжал, закурить решил. Ну, я себе после смены позволяю одну сигаретку. Сейчас при пассажирах не покуришь, время такое. Я как-то Пожалуйста, ближе к делу. Короче, у меня прикуриватель в тачке сломан. И зажигалки с собой нет. Я смотрю, бэха стоит. Габариты горят, а в салоне вроде как огонек от сигаретки теплится. Ну, я подошел, значит, там морда такая. Привет из 90-х.
Я говорю, мужик, закурить не будет. Ну, он мне дал бычок. А номер ты запомнил? Да какой там номер? Я в тачку сел и по газам. Бэха вроде семерка, темно-синяя или черная, а ночью не разберешь. Окурок. А чего окурок? Где окурок? Что он тебе дал? Да ничего мне не дал, я его выбросил. Куда, в урну? Да не было там урны, вот так под ноги и бросил. Вижу, не хотите вы говорить со мной по-хорошему. Так а мы разве не по-хорошему? А давайте я вам хорошо заплачу. Я же вам говорю, дар ты за деньги не купишь. Так я вам денег и не предлагаю. А что? Вот. Его жизнь. Ты посмотрел везде, Вань? Да. Жуки какие-то там. Где же этот бычок-то? Либо таксист наврал, либо ветром сдуло. Так, сними протектора. 255/50, 19 радиус, стандартные бэховские колеса. Масло у Бэхи течет. Ты на экспертизу взял, Лёнь? Конечно. Мне Бэхи нравится. Я когда разбогатею, если... Жигули секундш. Вань, ну я же спросил, внимательно ли ты посмотрел? Блин, ну бычок полмела. У нас полгорода курит его. На нем слюна может. Что, на генетическую экспертизу его? А что это нам дает? В лучшем случае мы эту сволочь можем вычислить через неделю. Нам бы Лену сюда, она бы... Есть один эксперт, не хуже Лены. Кровно заинтересован. Ну-ка, дай сюда. Давай, давай. Давайте так. Или вы нам все рассказываете, или мы ему по очереди поломаем все пальцы, затем руки. Не надо! Вы садист? Вовсе нет. Я просто дорожу своим временем. Погуляйте пока. Да больно! Ну, пусти, да больно же! Ну что, снимем мне порчу? Любишь ее? Очень. А когда последний раз был с ней? Ну, когда? Недавно. Давай окурок. Чай допей и пошли. Древо к семени взывает. Злодей крови просит. Земля, земля, покажи злодея, покажи кровь родную, покажи семя. Земля, покажи нам кровь родную, покажи нам семя. Не видно ни огонька, ни звездочки, чтобы путь осветить. И блуждаешь в темноте, как тать в ночи. Не видать, не видать ни огонька, ни звездочки. Борис Павлович, вы что? В чай что-то положили? Очнулся, милок. Пашка. Ну что? Что видел ты, а? Пашка. Пашка. Вот. Что же это? Мария Степановна в ваших видениях адресов-то нет. А тебе как мед, так и ложкой. Ленку спасай. Тяжелая она от тебя, дурака. Сразу так. Сразу так. Снайпер ты хренов. Мария Степановна, где они?
За рекой у моста крайний дом под крышей черепичной, красной да с башенкой. За ним лес и озеро. Значит, ты просто все это увидела. И как же это у тебя получается? Не знаю. Просто вижу иногда. И что ж тебе для этого надо? Вещь, предмет, человек, фотография. Что-то, что соприкасалось с преступлением. О! А как тебе этот экземпляр? Подойдет? Но река у нас только одна, Рязанка. А гадюшная протока? Там только нефтеперегонный завод. Стоп. Крест владеет нефтеперегонным заводом. Крест? Крест. Это тот, которого убили 5 лет назад? Не совсем убили. Вот. Нефтеперегонный завод, лес, далее коттеджный поселок. И здесь лес и озеро. А, новый паразит. Как? Новый парадиз. Лапать. Для тебя он парадиз, а местные его паразитом прозвали. Там как не выходные, так пьянки, драки, проститутки. Нас сюда вызывали как-то пару раз на легкие телесные. Где он? Вот. Вот этот. Едем? Ты чё? И как? Я нормально. Ну, рассказывай, что видела. Этот человек за рулем, вы недавно убили его. А что за человек? Пули попали ему вот сюда, и он головой прям на руль на парковке. Головой на руль? Ваня Тверской. Да, было дело. Слушай, так ты и впрямь что-то видишь? Так, давайте СОБР вызовем. Накроем этот гадюшник нафиг, и все. Короче, мы к Трофиму. Он сейчас его вместо Куликовой. Его. Прикольно, кстати, звучит. Его. Ваня, я пока СОБР буду с Трофимом согласовывать, крест Лену на куски порежем. Да, действительно, они не успеют. Зато отомстят. Знаете, как они мстят? Ваня, ты что, дурак? Ну что, у нас мозговой штурм сейчас. Вот именно, Вань, что мозговой. Поэтому, пожалуйста, помолчи. Вот к Трофимову идти – это не вариант. Это знаете, какой бюрократ? Ребят, вы сейчас едете в отделение, поэтому мне нужно все по парадизу. Имена жителей, телефоны участковых, короче, всю архивную историю. Все, да. Мы уже 5-й час разговариваем. Я вообще ничего не соображаю. Бумажки эти мне точно ни о чем не говорят. Это не бумажки. Это учредительные документы фирмы, которая занимается... Неважно, чем она занимается, но Янус точно держал их в руках. По-твоему, если я в американскую машину сажусь, я должна знать, чем Обама у себя в спальне занимается? Клещ, Че? а проведите Елену Валентиновну на Цугундер. Шконочку организуйте, пайку. Пусть подумают. Не хотите мне помогать? Вижу, не хотите. Но если себя не жалеете, хоть брата пожалели бы. Но я вам все сказала. Мне правда нужно что-то, что соприкасалось с этим вашим Янусом. Я сама. Ну че? Антон Максимович? День добрый, Арсений Николаевич. Извините, что беспокою. Чем могу? Арсений Николаевич, я понимаю, что не по чину, но, может быть, вы подскажете, куда мне обратиться, а я... Что вам нужно? Вы говорите. Вы знаете, есть такой поселок по Тверскому шоссе, называется Новый Парадиз. Наверное. А что, там что-то не так? Мне очень нужно получить план-схему этого поселка. Наверняка в комитете есть такая. Ну,
Ну, разумеется, есть. Я сейчас скажу помощнику, он распорядится и вам вышлет в электронном виде. Вы только адрес дайте. А? Да, записываю. amosov@рязанск.ком. Записали? Да, записал. Сейчас скажу. Не за что. Угу. Так, скажи там строителям, чтоб по этому адресу выслали планировку поселка Новый Парадис. Да, баба непростая. Она мне про мою плетку такой роман рассказала. А вот и Янусе ничего не знает. Так на кой черт оно тогда нужно? На кой? А я вот грешным делом подумал, что у нас крыса завелась. Ну, типа гвоздя, стукачка Куликовского. Не бывает так, чтоб про все наши дела вот так вот по полочкам разложить. Разве что кто-то из наших слил. Я даже иногда на тебя думал, Клещ. Ты чё, Крест? Я же сказал, думал. А теперь понимаю, бывает. Вот так вот, сквозь тебя видит. Вот эта баба такая. Вам звонили по поводу одноместного стандарта? Угу, уже сделали. Ну и что теперь? Сегодня побудете здесь, пока мы не получим новых инструкций. А если со мной что-нибудь случится? Вас будут охранять наши лучшие сотрудники. Так что без фокусов, гражданка Воронина. Валентина Павловна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ее поселил, глаз с нее не спускайте. Все под контролем. Были дела важнее? Так, параллельные проекты. Так, Кирилл, что у нас тут нового по дому? Предлагаю за мостом уходить вправо. Вот здесь оставляем машины. Лесом 700 метров и выходим за домом. И здесь около дома есть башня с балконом. Отличное место для снайпера. Значит так, общий сбор. Через 3 часа. 300 метров от дороги холмик, там полянка. Давай, Кирюш, действуй. Володь, вы же ведете Куликову. Я вот подумал, почему бы вам не надавить на нее и не узнать, кто такой Янус. Всему свое время, Андрей Максимович. Давайте сначала с крестом разберемся, а там, глядишь, доберемся и до Януса. Хотите, можете с нами поехать. Спасибо. У меня дела. Кирилл, время меняется. Сообщи ребятам, собираемся на этой поляне через час. Что-то случилось. Что за кипиш? Прикинь, Васю Куликову нашел. Да ладно. Он мне на трубу звонил, а она здесь плохо берет. Ты всегда... Ну ладно, мой косяк. Короче, в волне. В гостинице, которую Зареченский крышует. Короче, позвонил Халдей. Ну? Прикормленный этот. Заехала она сегодня. А те Ваську позвонили. Ксиву чужую дала, но Халдей ее быстро срисовал. Где она сейчас? В номере у себя. Так, пока все в масть. Да. Давай бери шныря, еще кого-нибудь посообразительный и тащи ее сюда, а я здесь с ней пообщаюсь.
с ноги или стучать будем? Мозг включи. Извини, братан, туплю. Значит так. Сейчас я тихо открываю дверь. Мы тихо заходим, тихо вырубаем и тихо спускаем по лестнице вниз. И грузим в тачку. Все ясно? А если она орать будет? Тебя для того и взяли, чтобы не орала. Только смотрите, она крестушевая нужна. Пошли. Камеры установлены, можно подключать. Ну что, Кирилл, связь есть? Да. Проверка связи. Первый. Да. Второй. Да. Третий. Есть. Андрюша. Отлично. Значит так. Это замок Креста. Здесь башня, она пустая. Там только подсобные помещения и бойлерная. Главное, есть балкон. Оттуда двор как на ладони. Андрюша, твоя точка. На позицию. Остальные. Проникаем внутрь со стороны террасы над бассейном. Маскируемся, ждем приказа. Вопросы есть? Вперед, мужчина. Валера, только бережно. Ну что, Кирилл, движение есть? Это, походу, кухня для прислуги. А ну, сдрыснул оттуда! Все, ухожу. Крекеры. Они, когда нас отпустят, я первым делом, знаешь, куда пойду? Тихо ты. Че тихо? Знаешь или нет? Знаю. Пойдешь на работу устроишься. Ну, это не смешно. Я именно что пойду и устроюсь на работу. Это ж как тебя по башке стукнули, что мозги на место встали. Я дилером в подпольное казино пойду устроюсь. Я уже там с одним перцем вчера перетер, так что все нормально, на мази. Видать, слабо стукнули. Да ладно, что ты, все нормально там. Мы уже договорились. Ой, Паша. Да я серьезно говорю, мне вчера смс-ку прислали. Че, не веришь? Читай. Что, у тебя телефон не забрали? Забрали. А это что? Второй. Я купил там на случай, ну, там, бизнес-разговоров, там, деловых партнерств. Что ж ты сразу не сказал? Да я как-то забыл, если честно. Блин, сеть. Ну чё? Ну что, тех отпечатков в базе нет? Может, найду еще какой-нибудь фрагментик. А анализ ДНК? Анализ ДНК чего? А спектральный? Так, Бычков. Он отвернулся. Антон, возьми трубку. И номер Полоскова я не помню. Сестра. Сестра, ты чего? Ну, давай Бычкову позвоним. Паша, у нас эксперимент. Перезвони позже, не тебя сейчас. Кто это звонил? Пашка Воробьешкин. Вот настырный-то, а? Бычков, ты идиот. Сам ты идиот. Мне Антон Максимович сказал телефон не занимать. Ваня, Пашу вместе с Леной похитили. Чё? Ну, давай, звони быстро. Недоступен. Ах ты, кля. А сейчас ничего не хотите сказать? Нет. Пока он жив, я ничего не скажу. Не отвечают. Вторая группа.
Быстро к забору, приготовились к штурму. Я вам не помешал? Руки! Недооценил я вас, Антон Максимович. Недооценили. Я, вероятно, должен объясниться. Было бы неплохо. Тогда будьте добры, опустите оружие. Все совсем не так, как вы думаете. Так отвечают, когда застают с любовницей. Ценю ваш юмор. И тем не менее. Я слушаю. У меня был приказ ликвидировать Креста и заодно выяснить у него все про этот злополучный тендер. В этом наши цели совпадали, насколько я помню. Но еще важно было узнать, кто такой загадочный Янус. Вы выяснили? Нет. Куликова должна была рассказать, но она исчезла. Бизнес и ничего личного. То есть, я так понял, вы сразу решили избавиться от меня? Что вы, ни в коем случае. Вот даже экипировка Руки. для вас. Просто недавно я получил еще один приказ из Москвы от Смирнова. Так. Я ни в коем случае не имею права подвергать вашу жизнь опасности. Гарантии? Слово офицера, майор. Ох, не нравится мне все это. Через 10 минут выезжаем. Через 10 минут едем. У Креста моя девушка. Я знаю. Но вы должны меня понять. Бизнес. Приказ. Слово офицера. Что там? Кричат, что выезжает через 10 минут. Работаем. Стоп, майор! Сначала экипировка. Приказ. Да, как жаль, Елена Валентиновна, что наше знакомство оказалось таким коротким. А что случилось? Да, мадам Куликова слишком прыткая оказалась. Клещ уже целый час не выходит на связь. А это значит, что его приняли. И в таком случае меня ищет вся полиция нашей необъятной родины. Как же хорошо было, когда тебя не было с твоим чертовым ясновидением. Рано или поздно вы все равно попались бы. Но попалась ты. Давай. Куда вы ее ведете? Не трогайте его, слышите? Хотел же, чтобы все было по понятиям. Почему на озеро? А потому что в былые времена ведьм или сжигали, или топили. А мы чтим традиции. Топили? Топили. А если я скажу, кто такой Янус? Елена Валентиновна, поздно. Тем более вы ничего не знаете. Лет 57 ему. Бывший коммунист сидит в высоком кресле. Ясно. Мэр. Какой мэр? Я не сказала этого. Я сразу и не сообразил. Кончай. Лена! Есть движение. Вижу цель. Откуда стреляют? Антон! Наглоталась?
Готовить церковь. Все, дом зачистили? В доме чисто. Хорошо. Вы целы? Антон Максимович, вы креста опознать сможете? По фото могу опознать. Да по фото и я могу. Там на первом этаже труп. Мой боец его так прошил. Мне бы опознать. Я могу. Идти сможете? Да. Идем. Это он? Или не он? Это его помощник. Точно? Внимание всем. Крест жив. Иду на второй этаж. Останьтесь здесь. Черт. Майор. Нет, Антон! Антон! Антон, не умирай! Нет! Сделайте что-нибудь! За что вы стоите? Сделайте что-нибудь! Антон, Антон, я люблю тебя! Антон, пожалуйста, не умирай, Антон! Отодвиньтесь, пожалуйста. Одну секунду. Вы что, с ума сошли? Что вы делаете, Антон? Чего кричите? Я в ушах звенит. Хорошо, что бронежилет одел. Вы что, с ума сошли? Я же... Антон, Антон, у тебя кровь! Все? Теперь самое интересное. Ольга Валерьевна погиб Амосов при исполнении служебных обязанностей. Альберт Иванович, здравствуйте. Здравствуй, Ольга. Ходят слухи, что ты в Первопрестольную лыжу навострила, да? Отличилась. 3 бандитов из группировки «Креста» ликвидировала лично. Да? Служу народу, Альберт Иванович. Ну, ты, Оля, просто терминатор какой-то. Вот. Старший следователь Следственного комитета Савельев. Будем работать вместе. Очень рада познакомиться. Спокойно. Ты же сказал, будем работать вместе. А что все это значит? По делу Януса вы проходите как сообщница. Так что прошу. Ты же обещал, сволочь. Ты же мне обещал. Я обещал тебе перевод в Москву. Вы едете в Москву. Поздравляю. Прошу. Руки. Ну, что ты ей пообещал, а? Она что, не в курсе, что ты из частной лавочки? Не знаю, Альберт Иванович. Но она что-то решила, что я из Главного управления экономической безопасности. Кто знает, как ей это в голову пришло. Да, Денис. Я занят. Сейчас? По какому каналу? Был задержан заместитель начальника управления майор Куликова. Все, Шредер, убирай. Быстрей! Мы пока не знаем. Оперативная группа из Москвы. Можем предположить, что это весьма... Тварь, я тебя засажу, ты слышишь? А я ведь много знаю, Саш. Вовек не отмоешься. Ольга Валерьевна, что вы Ольга творите? Валерьевна, я опоздал, у меня там троллейбус встал. У вас дела? Я позже тогда. Ладно, до свидания. Давай, давай, давай! Сэр, там те люди пришли. Какие люди? Я занят, гони их! Да, одну минутку. Изымайте все из сумок и шкафов, живо. Кто вы и что вам надо? Старший следователь Следственного комитета Савельев. У меня ордер на ваш арест. На мой? На ваш. Ну, интересно, в чем же меня обвиняют? Вы хоть знаете, кто я такой? Я знаю. Вы обвиняетесь в организации преступного сообщества, в организации рейдерских захватов, в злоупотреблении должностными полномочиями. Дальше продолжать? Янус. Так вас, кажется, Куликова называла.
Она, кстати, сейчас дает показания. Идиотка. Так что вот так вот, Арсен. Работайте, ребята. Пошел. Ох, Мария Степановна. Да ну не трепыхайся ты, горе ты мое. Я уже почти закончила. Бабушка, Давай. а почему, когда ты начинаешь колдовать, все время начинается дождь? Яйца курицу не учат. Иди, не мешай мне. Лена, Полосков что сказал? Сказал, что в понедельник ждет на работу. Ну и что ты? Отказалась? Ну ты имей в виду, что я тебя любить в любом случае буду. Да нет, хватит с меня провидец. Ты был прав, и бабушка говорила, а я… О, поумнела никак. Видать, человеку полезно иногда хотя бы по ту сторону заглянуть, чтобы понять, кем ему дар даден и на кого его расходовать полагается. Да, товарищ генерал, слушаю. Антон, я тебя поздравляю. Наслышан про твои подвиги. Мне уже из следственного звонили, говорили, ты там целую ОПГ накрыл. Да, товарищ генерал, но тут дело в том, что не только я один, а заслуга всех. Ладно, не скромничай. Скромность украшает майора, но совсем не идет подполковнику. Да-да. Ну и потом, очень серьезные люди похлопотали из одного концерна, говорят, ты им здорово помог. Да. А что вы имеете в виду, товарищ генерал? Да ничего. Жду тебя в Москве на службе ФСО, товарищ подполковник Амосов. То есть в Москву возвращаться? В Москву. Товарищ генерал, я вынужден отказаться, у меня тут перспективы. Перспективы, товарищ генерал, у меня замечательные. Счастливо. Самые замечательные. Может, еще раз в баньку, а? Спасибо, Марья Степановна, я боюсь, вторую такую уже не выдержу. Ну, тогда ужинать. Пойдем. А Ну, то давайте, дождь ужинайте. начнется. И чай ваш. Чай моему понравилось, а? Party for everybody dance. Come on and dance. Come on and dance. Come on and dance. Здравия желаю, товарищ подполковник. Все в порядке. Привет. Отметили мои заслуги. Звали в Москву, но я отказался. А куда же мы без тебя, Ванечка? Преступный элемент совсем нас одолеет. Так я ему так же и сказал. Я говорю, о, Антон Максимович, не очередной звоник присвоили. Вот. Очередное. Не очередное, это если бы тебе полковника дали. Не, в смысле того, что я не ожидал, что мне дадут этот звоник. Ну так если в этом смысле, тогда, конечно. Ты мне скажи, что у тебя по поводу отчетов? Да. Слушай, с глаз по фотографии. Нисколько не стоит. Нет больше никакой провидицы Елены. Посмотрите в газетах, журналах, не знаю. Но мой вам совет. Поберегите деньги. Леночка, у меня к вам очень интересное предложение. Дело в том, что я нашел пуль 905 года. Антон Максимович, мне бы кабинетик, согласно названию, там, чисто для солидности. Я вам рапорт напишу. Вань, идем работать. Тебе еще отчет писать. Товарищ лейтенант, тебе еще отчеты писать. Товарищ старший лейтенант, боюсь, без вас никак не справлюсь. О, да тут непочатый край. Работы. Party for everybody dance.